Как вы поняли из названия, видео сегодня будет о метро 2, о подземном секретном метро для правительства. Напишите в комментариях, правда ли, что существует метро 2, или же это все выдумки. Но спешу вас уверить, что оно не может не существовать. И если бы оно не существовало, я бы удивился. Так ответил бывший начальник московского метрополитена. Потому что во всех крупных городах есть специальная ветка метро для правительства. И Москва это не исключение. Где новое видео? Да подпишись ты уже на канал, ну что такое? Ща. Ну? Давайте быстренько заваривайте себе чего-нибудь поесть, попить. И приятного вам аппетита, просмотра. Ну и аппетита тоже. Опять эта долбаная дверь. Да иди ты по ней. Да не хочу я по ней. Тихо. Ты слышала это нахрен? Да. Всем привет, ребята. Сегодня я решил посетить сердце ПВО СССР. Полузаброшенный городок. В этом полузаброшенном городке даже есть отшельники. Их целых двое. А за мной вы можете наблюдать старую заброшенную больницу, некогда бывшую здесь. Там, конечно, все развалено, внутри весь пол растащен, ничего интересного не осталось, но сам вид вы можете наблюдать. Вот это вот, ребята, там живет еще один отшельник. Вон там идет дым. Из трубы там вон у него, не знаю, вход, какая-то кровать. Вот в этом здании, полностью заброшенном, живет отшельник. И у него только вот этот угол действующий, ну там, где он живет. Все остальное вон просто заброшка. Тут вот такие вот бараки, которые уже расселили. Стоят цистерны. Прицепы какие-то. Удивительно. Сколько тут всего. Так, здесь вообще какой-то, по-моему, какая-то лежанка наркоманов. Твоя камера в глазах снимает меня? Да, смотри. Где камера твоя? Ну, по цвете она блестит, видишь? Вот это блестит, да? Да. Хотя, может, здесь ночевал и этот. Здесь точно кто-то ночевал. Вон там пленкой все завешено. И как я побежал, как побежал? Два самых хитрых существа на Земле. Напишите сейчас в комментариях, кто это. На паузу поставь. Поставь ты на паузу, напиши. Написали? А теперь я вам покажу, кто это. А вот они, два самых хитрых существа. Типа кошка и типа женщина. Да, женщина? Да. Вот, задница. Ребята, задница, многофункциональная часть тела. Кроме основного предназначения, ей думают, ей же и чувствуют. Через нее принимают решения и выполняют большинство работ. На нее ищут приключения, а когда найдут, в ней же и сидят. Городок этот называется Заря. Находится он в Балашихе. И здесь как раз конечная станция метро 2, напрямую от Кремля. Да-да, ребята, и может быть мы сегодня даже поищем вход, ну или хотя бы дверь, ведущую туда. Это будет довольно-таки интересно. Ну а сейчас я хочу вам показать место, где умер человек.
Его убило током, потому что провода, которые он здесь пытался отрезать, были под напряжением. Пойдемте, я вам покажу. Так, сейчас я захожу в то самое здание, где некогда было трансформаторное. Стояло, здесь было написано надпись, если вы видите, ее замазали, ее даже частично видно. Здесь вот они, провода шли. Такого-то здесь убило током человека. Задумайся, что если следующий... Что? Что если ты снимешь эту дверь, может погибнуть ребенок. Так, ну а теперь мы пошли искать вход в метро 2. Ё-моё, на самом деле сыкотно. Ну типа, ну а-ля типа, метро 2, оно существует. Пошли. Вон там есть бункер. Мы заходим сейчас. Как же здесь сыро. Так называемый бункер. Да ни хрена это не бункер, ну алло. Это срань полная. Это обычный дот. Блин, здесь стояли генераторы. А там дальше? Да там пустота. Это даже не бункер, я же тебе говорю. Так, прогуливаясь вот по таким местам, есть всякие вот такие доты засыпанные с вентиляцией. И представьте себе, возможно, где-то прямо сейчас подо мной проходит метро 2. Те самые туннели, ведущие прямо в Кремль. Где же заканчивается метро 2 и куда оно приводит? При ядерной угрозе всех главнокомандующих должны были по ветке метро 2 привести именно в этот бункер. Бункер, который, по рассказам местных жителей, находится прямо под этим озером. А, белка, я застрял. Помогите. Да фу, веточка. Крыса. Нет, Крыса. ты умный, да, самый? Да, там крыса. Итак, сейчас, ребят, мы лазим по руинам, вернее даже остаткам сгоревшего того самого дома, где жил отшельник. Вот именно в этом доме он проживал, и здесь случился пожар. Дом сгорел, крыша обвалилась, и этот человек теперь живет на улице. Сколько лет? Приблизительно. Давно, около 5 точно. Приблизительно около 5 лет он уже живет на улице. И никому нет дела. Как же здесь пахнет травой. Здесь закладка по-любому. Да? Да.
Инспекция пришла. Или здесь кто-то дул. Вылазь. Есть что? Здесь реально кто-то дул. Не ушатается лестница. А лестница с хрена ли она шататься будет? Ты, это, я почему-то военно Здесь требует постоянной боевой готовности. Обязываешь. Военно-патриотическая, наверное, обстановка требует. что-то там. В общем, ребят, здесь конкретно воняет травой. Очень сильно. Как будто вот сейчас, вот прямо сейчас, наверное, есть кто-то. Прямо очень. Да, вон тут все горело, все черное. Вот такой вот многоквартирный был барак или дом, не знаю. Бараком не назовешь, это все-таки двухэтажный. Домина. Это квартира для военных, общежитие для военных было. Да, здесь вон даже в некоторых местах что-то осталось. Я весь уже мокрый. У меня уже вся голова мокрая. Потому что здесь все, блин, капает нафиг. Прямо вот отсюда, с потолка. Кто-то по-любому сидел здесь и дул. Кто-то дул и смотрел на природу. Вообще прикольно смотреть на дом, в котором ты раньше играл в какие-то игрушки. Здесь друг жил близкий вот в этой вот квартире. Все расселили. Так его расселили, а этот Но мужик он уехал. остался, Нет, да? он, все разъехались просто по разным сторонам. Он уехал. И ты, вот ты прям вот здесь, вот, где-то Да. игралась. Да, вот здесь вот стояла кровать, два маленьких столика, вот тут был комп, у них даже комп стоял, их было двое, в семье двое детей. Жора мальчик, сестра у него, вот, родители здесь жили и работали здесь в столовая еще действовала. Я не знаю, что ты испытываешь на самом деле. У меня такой истории нету, я не могу таким похвастаться. Я испытываю тоску, прям тоску. Что потихонечку городок родной приходит в упадок такой. Часть города здесь на самом деле, ребята, в очень хорошем состоянии. В смысле, ну, вы видели там озеро, все благоустроено, классно, люди ходят, гуляют. А есть вторая, так скажем, темная сторона этого города, которая полностью заброшена. Ребят, сейчас мы будем спускаться в убежище. Может быть, мы там найдем дверь, которая ведет в метро 2. Это возможно, а возможно и нет. Возможно, она там даже если и есть, но она там точно будет закрытой, потому что, ну, кто вас пустит в метро 2 вообще? Как бы здесь не было, она будет закрытой. Ну, постучим. Но интересно, что там? Это убежище больницы. Жизнь какая. Так, ну здесь вообще как бы да, как... Я не удивлюсь, если мы здесь трупак найдем. Ух, ни хрена себе там. Там еще дальше куда-то можно идти. Так, ну здесь походу, если что, хавчик завозили, да? Да, возможно. Похоже очень на это.
И, собственно, вон он сам вход, получается, вниз сюда ведущий. Да, вот сюда. Блин, ну, насколько оно большое? Что, походу, оно не очень большое вообще. Обалдеть, здесь даже... А здесь так чистенько. Коридоры такие вообще. Белые. Охренеть. Ух ты. Там я свет там вижу. Улица? Да. Ну это что, Куда-то. коридор такой, что ли? Типа переход между Между чем? чем-то и чем-то. Фига тут еще вон трубы остались. Они по-любому еще действующие. Транзит какой-то, наверное. Охренеть. И все, что ли? Какое же это убежище? Да. Вот и все. Да? Да, наверное. А вот здесь что? А нет, еще. Охренеть. Вот здесь выход. Вата. А, вата. А, бинты, да. Это гипс. Гипсовые бинты. Охренеть. Сколько их здесь? Вон еще кучи. Тут еще снег. Лёд Здесь такой. лед, да, он. Да. Все загнило, все. Зато ящики вон военные остались. Еще не сгнили. Вон еще, вон сколько бинтов. Это бинты прям. Да. Обалдеть. Ох, ё-моё, склянок сколько. Не, чешуя себе. А там еще есть комнатки. И здесь комната, а там. Ага. Слушай, я не удивлюсь, если Тут здесь... тарелки. Если здесь... Реально... Оно охренеть длинное. Блин, Так, аккуратно. вон там, блин, плита даже. Реально. Под завалами. Офигеть, там Это вот здесь капнуло только что сверху. Я-то понимаю, что капнуло. Это было странно. Здесь Неожиданно. таблетки еще валяются, шприцы. Смотри, что со стеной стало. Видите, Она упала просто Вижу. прямо на плиту. Ну, вон, плита держит ее. Вообще жесть. Такие вот здесь. Так, здесь выход. Или вход, или выход. Да, вон еще один. И здесь еще проходы. Тут туалеты были. Нет, здесь тупик. Все? Нет, там есть еще проход. В другую сторону просто надо было. Где вход в метро 2? Хотя бы дверь. Вот сюда. Белка, не потеряйся там. Офигеть. Ой, Я стояла, ты на нее наступил. и ее наполовину не И стало. я да? осталась на полу стоять. Да, слышишь, все. Здесь ни хрена нет входа в метро 2. Но здесь так холодно, и вон иней на стенах. Да. Знаешь, от чего это? Чего? Ну, это когда вызывают пиковую даму и всю вот эту вот хрень, рисуют двери, она туда приходит. Пришла, походу. Ну, видимо. Итак, мы попытались найти вход в метро 2. Побывали даже в бомбоубежище. Но, к сожалению, там, даже если он когда-то и был, в любом случае, наверняка его залили бетоном. Как вы можете наблюдать, я уже успел обрасти, сменить одежду. Нет, я не живу на заброшке. Просто здесь
мы уже второй раз. А почему мы здесь второй раз? Отсылочку я вам показал в самом начале ролика, когда мы здесь проводили прямой эфир и услышали в прямом эфире в этом здании какой-то плач или завывание. Опять эта долбаная дверь. Да иди ты по ней. Да не хочу я по ней. Тихо. Да не хочу я по ней. Тихо. Да не хочу я по ней. Тихо. Ты слышала это нахрен? Да. По итогу, вернувшись домой, выяснилось, что на том самом месте, на котором я сейчас сижу, убили школьницу, которой было 15 лет. А если быть точнее, забили кирпичом. Местные ребята, которые любят тоже лазить по заброшкам, часто слышат возле этого здания какие-то голоса и различные звуки. Ну а мы дожидаемся ночи и идем исследовать это здание на наличие паранормального. Так, ребят, наступила тьма. Мы подходим. А? Нет, я разговариваю сам с собой. Ну, в смысле, с ребятами. Кто сейчас смотрит это видео? Мы подходим к этому зданию. Вообще, по факту, это случилось вот здесь, да? Да. Вот именно на этом пятачке. Ну, блин, мы слышали тогда, и это было в прямом эфире, все ребята слышали, кто был. А этот плач или что это было, я не знаю. Поэтому мы сходим в это здание. И тут еще были следы какие-то, от лап каких-то, я не знаю. Все висит. Запах. Да. Слушай, там есть подвал. Походу. Это не подвал. Что еще, ладно. Это огород. Огород? Понятно. Слушай, ну сейчас уже не капает так. Да, я же тебе говорю, что тут не будет капать. Может, наверху капает. Сейчас. Капает. Да? Почти не капает, даже если листья не слышно. Холодно, да, здесь? Холодно. Да. Ну, мы слышали на втором этаже. Да ведь? Да, мы когда на второй этаж поднимались, на лестнице услышали это. Какова твоя реакция будет, Белка, если мы сегодня опять это услышим? Мне кажется, я выбегу отсюда просто. Сяду в машину и уеду. А ты останешься. Спасибо, блин. И даже неумение водить на механике не спасет. Да нет, конечно, я так не сделаю. Пошли на второй этаж. Интересно, остались там эти следы, нет?
Вот именно на этом, вот именно в этом месте. Именно здесь услышали. Уже не капает. Интересно, вот остались. Вот они. Да. Остались. Вот эти следы от непонятно чего. Вот там вот прям пальцы. Внутри пальца, да, смотри, там и вот следующее. Ну, не знаю, может, так кажется. Ну хорошо, чем еще? Да не знаю, чем так можно еще оставить. Слышал это? Шаги? Нет. Дверь скрипит. Только здесь двери нет. Вот здесь сейчас скрипела дверь. Какая дверь здесь нет? Двери здесь нет. Ну ладно. Окей. Да, вот. Нет, здесь еще нормально потолок. В другой части. Блин, слушай, как же здесь стрёмно на самом деле. Ух, жесть. Да это все сейчас просто вот упадет. Слушай, пока тихо. Если сейчас вот эта дверь закроется, тебе будет страшно? Ну, наверное, да. Я как минимум офигею. Да у меня так было не раз. Ребята помнят. Постоим подождем. Это вот да, вот это вот так стоишь, и она просто берет и закрывается, это ты просто что? Пойдем туда. Обалдеть. Здесь просто, чтобы вы понимали, это когда-то был диван. Это просто Silent Hill, реально. Вот что это? Это был диван. Когда-то. От него просто ничего не осталось. А что там так загородили, смотри? Нет, как будто, может, не хотят, чтобы туда заходили. Опа. Что? Что-то сыпется, но... Что? Туда еще есть подойти. Да, здесь я что-то и не был даже. Нет, тут пусто. Здесь что? А, белка! Ты дурак, да? Хорошо, что у меня руки заняты. И я в тебя камеры не кинулась, а то сейчас полетела так с этого, с пыхтелкой. Скример. Песочек сыпется. Да? Да, вот отсюда. Прям только что я Слышала? сняла и звук, да, это песочек вот. Вот, этот дом разваливается. Прям перед нами. Ё-моё. Тихо. А может это не дом? Может здесь кто-то ходит? Может здесь кто-то ходит?
Уже нету. Я перестал. Ушло. Жесть какая. Вообще, тебе не кажется странным, что душевая кабинка до сих пор в таком виде? В каком? Ну, почему все тут разнесено, а тут даже пленочка наклеена, полочка. Не знаю. Это, может быть, это кто-то здесь жил уже после того, как дом забросили. Я заикаюсь. Ты заикаешься? Ну, вообще нет. Значит, смотрите. Будет капнуло Какой? прям на голову. Я хочу использовать здесь лидар. Мушка. Вот, лидар будет в этот раз не в таком понимании, не в таком, вернее, виде, как вы его привыкли видеть у меня на канале, потому что, по-моему, только я использую лидар. В общем, сейчас все увидите. Чтобы вы все понимали, датчик лидар — это комплекс из излучателя и сенсора, который использует лазерные импульсы, ультрафиолет или инфракрасное излучение для обнаружения объектов вокруг себя. Например, если датчик лидар замечает какой-либо объект, он направляет туда лазер и записывает данные о времени возврата импульса. На данных, которые получил датчик лидар, строится общая картина 3D-пространства. Так, ребят, собственно, это лидар. И выглядит он теперь вот так. Сейчас мы будем проходить это здание внутри, и он будет устраивать сетку. Стой. Там что-то стоит Я вижу. посередине проема. Подожди, что за фигня? Там прям посередине что-то стоит. Смотри. Угу. Вон. Ах, смотри, это что такое? Посреди комнаты. Вернее, коридора. Смотри, 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 исчезает. Не. Оно только что здесь было. Может быть, это след? Так, продолжаем.
Угу. Вот прям так хочется туда. Но я не понял. Разумно. Мне кажется, понял. Не пойду. Слушай, ну в этот раз не слышно. Вообще ничего не слышно. Ну, я внизу, я говорю, вот когда я тебя спросила, слышал ты или нет, внизу, ну, я не знаю, ну, мне кажется, это может как раз от собаки звуки какие-то, которые там были. Вот, кстати, та самая квартира. Где ты дела? Да, Жорина. Там еще даже люстра висит наверху и новогодние лампочки. По крайней мере, квартира твоего друга чистая. У меня жестко глючит, что там кто-то ходит. Вот я сейчас оттуда рванула, потому что у меня было ощущение, что там сзади кто-то ходил. Ну, может быть, Вот сейчас, да. Слушай, ну раз мы здесь слышали какой-то плач, мы здесь видели какие-то следы, сейчас мы на Лидаре увидели силуэт, и я не удивлюсь, если там сейчас кто-то ходит. я тоже уже не удивлюсь. Пошли туда смотреть. Это, конечно, может быть, конечно, Сам Лидар? игра звуков А, это я думала. создавать ощущение шагов. Так, ладно. Он не подкрепит. Сейчас прикинь. На кресле кто-то сидит. Да. Здесь очень холодно, из-за того, что окно... Здесь окно. Да, я говорю, из-за того, что окно открыто, очень холодно. Смотри, это помещение. Ого. Так, стоп. Нет, это дверь. Нормально. Это дверь. Тут и ты. Я сейчас стою на том самом месте, где эта хреновина стояла. Неопознанный объект. Душевая.
все. От нас услуг. Мне кажется, больше показывается. Ребят, в общем, обязательно ставьте лайк, если вам такой эксперимент нравится, использовать мне его или нет в дальнейшем. Но, как вы видели, что это каким-то образом работает. Хорошо работает. Да, вот Белка подтвердит. Да. Подтвердит. Мы оставляем здесь камеру. Если что будет происходить, вы все увидите. Обязательно поставьте лайк. Ну, чем жалко, что ли? Если что, кто думает, что я деньги с этого имею, с этих лайков, нет, не имею. Пояснение.